болезням экзотических мелких млекопитающих. Я передаю трубочку Анне Сергеевне. Она будет ассистировать доктору Йеклу, и она его представит сейчас. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодняшнюю нашу лекцию представит доктор Владимир Йекл. Он дипломант, эксперт в области экзотических мелких млекопитающих, доктор философии, Чешская республика, город Брно. Сегодняшняя лекция будет представлена как общеобразовательная, и также будут представлены клинические случаи. Лекция будет как синхронный перевод, и если не синхронный, последовательный перевод, и если какие-то будут недочеты, мы будем корректировать именно по терминологии. Так что записывайте все внимательно, будет очень много новой интересной информации. Извините, коллеги, я чуть-чуть не договорил. У вас у каждого есть папка, где есть регистрационные листы. Внимательно прочитайте, кто с этим согласен, заполняйте и сдавайте. Видеосъемка запрещена, фото без ограничений. Но при выключенной фотоспышке. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. It's really honor. Я немножко говорю по-русски, я буду говорить по-английски. I would like to thank you to organizers for inviting to me here, and it's really great honor to speak here in Moscow to Russia in such a nice audience. Я благодарю организаторов за приглашение тех людей, которые пригласили меня сюда, в это прекрасное место. So we will start with the first lecture. So it means it's about stomatology of the rodents and rabbits. Первая лекция – это стоматология грызунов и кроликов. So we will start with the introduction, and afterwards we will go through the anatomy, physiological of the chewing to the dental disease. Мы начнем с введения, рассмотрим вопросы анатомии, физиологии процесса жевания и перейдем к заболеваниям зубной системы. In dental disease we will talk about etiology, pathophysiology and clinical examination, and this will be the topic of the first lecture. В разделе стоматологических заболеваний мы рассмотрим этиологию, патофизиологию и клинический осмотр. И именно это составляет тему нашей первой лекции. So if I would like to say some few words on the introduction, so I would like to say that the small pet herbivorous mammals are really on the increasing wave in the Czech Republic. В Чешской Республике мелкие грызуны становятся все более и более многочисленными. And I'm working at the veterinary university on the university hospital. Я работаю в университетской клинике. And we've got more than 4,500 visits of just small mammals per year. И у нас около 410 визитов именно с мелкими животными, с мелкими грызунами. So it means that I haven't got the time to work with other animals. I just work with small mammals. So it means with rabbits, chinchillas, guinea pigs, ferrets, and so on. And we are working as a first and also as a second opinion practice. Это означает, что при таком потоке у меня просто нет времени работать с другими видами. Я работаю с кроликами, морскими свинками, шиншиллами, хорьками и так далее. И в нашей клинике можно получить как первичную консультацию, так и вторую консультацию, узнать второе мнение специалиста. And we are lucky that we could follow a patient from the birth almost to the death. So it means that we even do our postmortem, and we are really learn a lot from such animals which we could follow all the life. Мы отслеживаем своих пациентов на протяжении всей жизни, начиная с первого обращения, и в ряде случаев приходится делать и посмертное вскрытие.
Non-lifespan of animals you could find in a lot of books on the internet that it's quite high. For example, for chinchillas, almost 20 years. But other experience is showing that mostly rabbits, guinea pigs, and chinchillas lives for 6 to 9 years. В различных учебниках приводятся различные данные по продолжительности жизни этих животных. В частности, можно найти в одном из источников, что шиншиллы живут до 20 лет. Но, согласно нашему опыту, продолжительность жизни этих грызунов составляет 6-9 лет. In Degus it's about 4 to 8 years. У дегу это всего 4-8 лет. And the limiting disease is, it's why I hope that you are here, it's the dental disease. И то заболевание, которое ограничивает продолжительность жизни, это именно стоматологические заболевания. Вот я думаю, поэтому вы и собрались здесь. Yeah, so it means that dental disease is really one of the most common health disorders in these animals. У этих животных стоматологические заболевания это наиболее распространенные из всех болезней. And is the most common cause of metabolic and other gastrointestinal diseases or disorders in these species. И именно они являются основной причиной метаболических заболеваний и болезней желудочно-кишечного тракта. So, what I would like to say for the beginning, and this is true for the rabbits, chinchillas, guinea pigs, degus, and for sure rabbits. Что общее в зубной системе для кроликов, шиншилл, дегу и морских свинок? That they've got allodont dentition. So it means that all the teeth, premolars, even incisors, premolars and molars are growing or erupting, if you want, for whole life. Во-первых, зубная система у них аллодонтная. Это означает, что все зубы, резцы, премоляры и моляры продолжают расти на протяжении всей жизни. The term allodont mean that these teeth does not have true roots. Это означает, что у этих зубов отсутствуют истинные корни. They are called open-rooted tooth. Они называются открытокорневые зубы. There is a lot of differentiation of the teeth in the literature. В литературе можно встретить различные многочисленные классификации зубных систем. And one of these is that there is just the anatomical crown. И один из признаков это анатомическая коронка, Which is divided in the clinical and reserve crown. которая подразделяется на клиническую коронку и резервную коронку. But for the clinicians, it's better to understand just to say clinical, let's say clinical and anatomical part or anatomical root of the clinical crown. Но для практикующих врачей удобнее говорить клиническая коронка и анатомическая коронка. As I said at the beginning, these teeth are growing for whole life, and the average eruption time is 2 to 4 millimeters per incisors. Как я уже упоминал, зубы растут на протяжении всей жизни животных. Скорость роста составляет 2-4 мм в неделю. And for premolars and molars, it's about 2 to 4 millimeters per month. Это для резцов, а для маляров и премоляров 2-4 мм в месяц. So it means that, as you could see, that they are growing really quickly. So it means that the same rate they should be worn down. The same rate there should be attrition of these teeth. As they are growing so quickly, so at the same time they must be, worn down. И так как зубы отрастают так быстро, они одновременно должны и истираться на соответствующую длину. So any disturbances in these attrition or eruption times will result in the dental disease. И любое нарушение как темпа истирания зубов, так и прорезывания и роста зубов приводит к заболеваниям. If we are talking about incisors, so they are all the same or a little bit similar structure, let's say.
Значит, зубы сходны по структуре. Yeah, mandibular incisors are located always caudally to the upper ones. И всегда нижние резцы находятся каудально по отношению к верхним резцам. And they've got always chisel-like occlusion, so it means it's like a mirror occlusion. И окклюзионная поверхность имеет форму острого долота или зубила. On the labial surface, it's just a thick enamel layer. На лабиальной поверхности эмаль покрывает зуб толстым слоем. Yeah, and it's true for all the animals, so it means true for rodents and true for rabbits. И это относится как ко всем грызунам, так и к кроликам. However, on the lingual side, the rabbits got quite thin enamel layer. В то же время на язычной, на лингвальной поверхности этот слой намного тоньше. However, rodents got only dentin. И у грызунов здесь только дентин. Yeah, so it means why they are really so nicely and why they are really like chisel. И именно этим объясняется форма окклюзионной поверхности, напоминающая зубила. And it's why they are so sharp that you could even, if you sometimes touch them, so you could even injury from it. И этим объясняется то, что резцы такие острые, если вы случайно коснетесь их пальцем, то можете палец порезать. Some of these animals got pigmented teeth, and one of it is chinchilla, as you see on the pictures, and another one is a degu. Для некоторых животных характерна окраска, пигментация резцов, в частности шиншилла и дегу. This pigmented part is just only enamel layer. Пигментированная часть – это только часть эмали. Just one thing, what I just forgot. If you've got any question, just raise your hand. Ask if you don't understand something, or if you would like to ask for something, just don't hesitate to ask. Если у вас в ходе лекции будут вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, поднимайте руку и задавайте свой вопрос. So, for first we will start with the anatomy of the rabbits. Начнем с анатомии кроликов. Rabbits got diffeodont dentition. Зубная система у кроликов дифеодонтная. So it means that they've got deciduous and permanent set of the teeth. Это означает, что у них есть набор молочных зубов и постоянный комплект зубов. However, most of these teeth are just change in utero. Большинство зубов молочные на постоянные меняются внутриутробно. But if you look inside the mouth cavity of a rabbit, so all the teeth should be changed in the day 35. Но если вы внимательно заглянете в ротовую полость кролика, то к 35-му дню у него в норме все зубы должны поменяться. A good heterodentition, so it means that some of the teeth of a rabbit or of a guinea pig or chinchilla is a little bit different structure. Зубная система также гетеродонтная, это означает, что будь то кролик, шиншилла или другой грызун, зубы различаются функционально морфологически. Mostly there is a difference just between the incisors and premolars and molars. У них имеется различие между двумя группами зубов. С одной стороны это резцы, с другой премоляры и моляры. As premolars and molars look similar structure. Премоляры и моляры имеют сходную структуру. Here you could see that the rabbits called duplicitdentata or belongs into the duplicitdentata is the reason, one of the reasons why they are not rodents. По зоологической номенклатуре кролики относятся к двупарно-резцовым. They belong to lagomorphs. They belong to lagomorpha. It's the order. Это также относится к зайцам, к зайцеобразным. And they've got dentes incisivi majores and dentes incisivi minores, as you could see here on the picture. So it means there's 4 incisors on the upper jaw. На верхней челюсти имеется первая пара резцов и вторая пара резцов.
большие и малые резцы. Here you could see the dental pattern or dentition of a rabbit. So they've got in total of 28 teeth. В этой таблице представлена зубная формула кролика, общее число зубов 28. So what I said before, premolars and molars got similar structure. Так как премоляры и моляры имеют сходную структуру, They form one uniform grinding unit when they are chewing. они образуют одну функциональную единицу, предназначенную для пережевывания. And there are enamel folds which are more prominent in some specific parts of the cheek teeth. И на этих зубах имеются специфические складки эмали. It's specific for the lingual part of the mandibular cheek teeth. Которые характерны для лингвальной части нижних щечных зубов. And labial part of the maxillary cheek teeth. И лабиальной части верхних щечных зубов. And the mandibular arcade is narrower than the maxillary one. При этом нижняя челюстная аркада уже по сравнению с верхней. Here you could see how they are formed, so it means all these cheek teeth are really close to each other. На этом снимке видно, как сформирована аркада. При этом щечные зубы расположены непосредственно в контакте друг с другом. And here you could see all these enamel projections, what we talk about. Вот на этом снимке видно выступы эмали. Lower mandible is narrower. Lower mandible is narrower. Уже? Нижняя челюсть уже по сравнению с верхней. Yeah. And all these enamel folds could be misinterpreted as spikes and should not be drilled out through your surgeries. И вот эти эмалевые выступы могут быть ошибочно приняты за шипы, но их не надо удалять во время обработки зубов. So this is normal. Это норма. If we look into premolars and molars, so mostly each mandibular cheek tooth is in the occlusion in the upper two ones. Что касается щечных зубов, нижние находятся в плотном контакте с верхними. So it means when we extract one of the mandibular ones or upper ones, so mostly it's not a problem with the elongation of the opposite side after the extraction. Это означает, если мы удаляем один зуб на той или иной челюсти, то противоположный зуб начинает интенсивно расти. So here you could see a skull of a rabbit, and if you look for the premolars and molars, so on the maxilla there are 3 premolars and 3 molars, and the last molar it's really small. Здесь показана верхняя челюсть кролика, 3 премоляра, 3 моляра, и последний моляр действительно очень маленький. And again, this is normal. Это норма. And the same for the mandibular, so it means last molar because there is just a 5 cheek teeth, and the last one is again really small. На нижней челюсти то же самое, и последний моляр очень маленький по сравнению с остальными. So if you look for the skull of a rabbit from the lateral side, если взглянуть на череп кролика с латеральной стороны, all the cheek teeth are located in the same region. Все щечные зубы расположены в той же самой области. And it's called alveolar bulla. Alveolar bulla. There is no, I think, no translation. It's alveolar bulla. Alveolar bulla. Alveolarный кость. Альвеолярная кость. Есть много alveolarных костей in one region. Okay, so you could see that the first cheek teeth, so it means first 2 premolars, are located more rostrally to the orbit. Первые 2 премоляра расположены более рострально по отношению к орбите глаза. And if there will be any periapical infection,
И если имеет место периапикальная инфекция, so the pus or fistulation will be mostly in the preorbital region here close to the nasal cavities. Свещевание происходит впереди от орбиты или в носовую полость. If the inflammation is located more caudally, если же воспалительный процесс локализован более каудально, so mostly we are dealing with retrobulbar absceration, то он переходит на ретробульбарное пространство. If you look for the mandible, this is the right mandible from the medial side. Это правая ветвь нижней челюсти. And if you could see, so it's really good when we know this anatomy, because afterwards we know that on the clinical examination. Очень хорошо так тщательно изучить анатомию. Это очень поможет при клиническом обследовании. Because if there is elongation of the apices of the cheek teeth of the lower mandible, потому что если имеется элонгация зубов нижней челюсти, so we should palpate mandible from the ventromedial side. Следует пальпировать нижнюю челюсть с вентромедиальной стороны. If you look here, so these spikes, again, these so-called spikes, is again normal. Вот эти выступы эмали, опять же, это нормальная анатомия. If we should talk about guinea pigs, degus and chinchillas, they belong in the same subfamily as Hystricognathi. Если мы рассматриваем шиншиллу, морскую свинку и дегу, то они по своей зоологической классификации относятся к той же группе Simplicidenata. Yeah, Simplicidenata, Hystricognathi or Caviomorpha if you want. This is everything is Latin, so I think you don't need to translate it. So they've got again okay.